У меня появился новый канал, на котором выходят пересказы по манхвам. Если тебе нравятся пересказы по аниме, то я уверен, что тебе понравятся и пересказы по манхвам. Ссылку на канал ты найдешь в описании. Представь себе, что ты едешь в автобусе, как и все остальные, чтобы поехать в школу. Но не успеешь ты оглянуться, как Трейн-кун врезается в твой автобус и в этот момент обрывает твою жизнь. Единственное, что Харуто помнил в свои последние минуты, это обещание любви всей его жизни, что он останется рядом с ней. Навсегда. Но когда он проснулся, он понял, что его больше не зовут Харуда, теперь это Рио, и Бог одарил его тайными способностями, которые сделали его «я был подавлен». Со всеми этими воспоминаниями, вспыхивающими в его сознании, Рио задается вопросом, не лихорадка ли вызывает эти галлюцинации. Но пара парней прерывают его размышления и входят в дом с огромной сумкой в руках. Эти парни смеются над его вонючим запахом и советуют ему выйти на улицу и привести себя в порядок. Собирая ягоды, Рио продолжает задаваться вопросом, кем был этот Харуто, но решает, что это не имеет значения, потому что он и есть Рио. И его жизненная миссия – отомстить за свою мать, которая была убита у него на глазах. Он сам. К Рио подходит группа девочек, Селия представляется и спрашивает его, не видел ли он, чтобы их подруга заходила сюда, но Рио говорит, что никого поблизости не видел. Создается магический круг, и Селия обнаруживает, что его тело переполнено магической силой. Заплатив ему за информацию, Рио спешит домой к своим товарищам, но обнаруживает бандита, готового заколоть его ножом. Его единственным спасением был мешочек с монетами, который защитил его от смерти, и Рио видит, что все его напарники были убиты. Бандит стоит перед Рио, и когда он вот-вот встретит свою гибель, женщина называет его Харуто и учит его, как использовать невероятную магическую энергию внутри. О нем самом. Внезапно его скорость становится несравненно выше, а сила умножается по мере того, как он наносит удар бандиту. Он начинает уворачиваться от каждого встречного удара, а его ловкость позволяет ему ударить бандита ногой и вцепиться ему в руку. У него внутри ломаются кости. Бандит бросается на него в последний раз, но Рио сбивает его с ног, лишая сознания. Из сумки доносятся крики девочки, зовущей на помощь, и он находит девушку, о которой спрашивала Селия. Принцесса умоляет его спасти ее от этого беспорядка, но падает в обморок, когда видит тела рядом с собой. Рэй несет ее к Селии и ее друзьям, но все, что он получает в награду, это пощечину. Они обвиняют его в том, что именно он похитил их принцессу, и доставляют в свою штаб-квартиру. Группа других солдат приезжает расследовать случившееся, и они находят бандита, который убил всех людей, находившихся в доме. Однако таинственный мужчина считает, что это прискорбно, и разбивает кристалл, который немедленно убивает человека. Внутри Капитолия Рио связывают, и его допрашивают о том, как он похитил принцессу. Он отрицает все обвинения, которые они ему предъявляют. Но солдат использует свою стальную дубинку, чтобы сбить его с ног, мучая до тех пор, пока он не признается, что именно он похитил принцессу. Но Рио никогда не колеблется. Принцесса просыпается ото сна, и ее товарищи спрашивают ее, что с ней случилось. Она говорит им, что на самом деле именно Рио спас ее и что его следует вызвать сюда прямо сейчас. Рио все еще избивают до такой степени, что он вот-вот умрет от количества оскорблений, которым он подвергся. Но солдат продолжает делать это, чтобы восстановить их репутацию человека, который был бесполезен, когда позволил похитить принцессу. В комнату врывается помощник принцессы, спрашивает его, какого черта, по его мнению, он делает с мальчиком, и сообщает ему, что именно он спас принцессу. Они подвели его, но его тело рушится от всех сломанных костей, и Селия спешит вылечить его. После того, как Рия потеряла сознание, она просыпается и видит лицо Селии, и она извиняется за все плохое, что случилось с ним, когда он просто помогал принцессе. Она сообщает ему, что король нации хочет встретиться с ним после спасения его дочери, и он соглашается встретиться с ним. Внутри замка он идет на встречу с королем, показывая всей королевской семье, что он пошел от того, чтобы попросить у отца принцессы разрешения взять ее на свидание, чтобы сказать ему, что его дочь тоже называет его папочкой. Проходит всего несколько дней внутри королевства, и Рио уже готов посещать школу вместе со своими сверстниками. Но в первый же день его встречают не очень тепло, и над ним издевается в классе некий сопляк, который издевается над тем, как он разговаривает. По ходу учебного дня его сверстники обнаруживают, что он еще не умеет читать, и продолжают насмехаться над ним. Но Рио так легко не сдается и после школы идет в учительскую, чтобы заняться частными занятиями. Ты же знаешь, о каком частном репетиторстве я говорю. После нескольких часов занятий Рио решает все поставленные перед ним задачи, как только выучит все символы. В конце концов, все это простое сложение, и у него сохранились все воспоминания о том, как он был студентом университета. Селия спрашивает его, беспокоило ли его что-нибудь в школе за чашкой чая, и ему грустно, что над ним уже издеваются. Но он пожимает плечами и делает вид, что ничего особенного не происходит. Неправильно. Во время занятий фехтованием проходит несколько недель, и инструктор говорит Рио прийти и сразиться с ним после того, как заметит его интересную форму. Рио демонстрирует свою неортодоксальную форму и бросается навстречу инструктору, чтобы сразиться с ним. Уроки дадзё, полученные им от дедушки, позволяют ему продолжать наносить удары, сохраняя при этом свою защиту, но ребенок продолжает высмеивать то, как он использует свой меч. Инструктор впечатлен доблестью Рио и спрашивает
спрашивает его, не думал ли он о том, чтобы стать рыцарем королевства. Но Рио единственный человек в классе, который не хочет становиться рыцарем. Проходят месяцы, а Рио продолжает изучать язык, чтобы не отстать от всех остальных учеников своего класса. Спустя короткое время его интеллект превосходит интеллект всех остальных учеников класса, но воспоминания о прошлой жизни продолжают захлестывать его, и он скучает по Майтян. Потому что в этом мире единственное, что у него есть, это люди, которые издеваются над ним. Рио помнит, что Майтян была его любовью детства, но он был разлучен с ней, когда его родители развелись. Потом Харуто видел ее один раз в старших классах школы, но она больше никогда не возвращалась в школу, как будто стерла себя с лица земли. Внутренний конфликт Рио растет, укрепляя его решимость в том, что Харуто мертв, что он реален и переживет все это. На следующее утро объявляются результаты экзаменов, и все с удивлением обнаруживают бездомного сироту, набравшего отличный балл вместе с принцессой. Сопляки, которые не заслуживают имени, продолжают издеваться над ним, называя его мошенником, потому что он слишком глуп, чтобы справляться так же хорошо, как принцесса. Друг принцессы защищает его, называя их ревнивыми неудачниками, и Селия поддерживает их, спрашивая у него любые доказательства измены Харуда. Они уходят после того, как им стало стыдно перед всеми, и Селия позже рассказывает ему, как она беспокоится о том, как дети издеваются над ним. Рио спрашивает ее, подвергалась ли она подобному обращению в детстве, но она говорит ему, что у нее, по крайней мере, были друзья, когда она росла. Рио говорит ей, что с ним тоже все будет в порядке, потому что в конце концов у него есть Селия в качестве друга. Селия краснеет, как типичная девушка из аниме, и говорит ему, что она не возражает, если она будет его другом. Но он продолжает просить ее повторяться, потому что это заставляет его напрягаться. Прекрати это. Позови кого-нибудь на помощь. Их отношения укрепляются, и Селия обещает, что всегда будет обнимать Рио, если он когда-нибудь заплачет от всех этих издевательств. Рио говорит ей, что это будет идеальным способом утешить его, потому что она все-таки такая маленькая. Ты жертва. Проходят годы, пока они проводят их вместе, и не успевают они оглянуться, как Рио просит представлять школу на следующем турнире по искусству владения мечом. Мечи неназванных сопляков еще не упали, и он отвергает идею о том, чтобы Рио был человеком, представляющим школу. Инструктор отвергает их возражения, и Селия поражена тем, каким сильным стал Рио, и замечает, насколько он стал выше ростом. Она говорит ему, что он стал таким большим за 5 лет, но он говорит ей, что она все такая же маленькая, как всегда. Это нанесло ей эмоциональный ущерб. Выпив чашку чая, Селия спрашивает Рио, чем он планирует заниматься после окончания школы, но он говорит ей, что планирует оставить это стране, потому что здесь для него нет места. Это очень огорчает Селию, особенно потому, что он помогал ей наводить порядок в этом доме и всегда подбадривал ее, когда становилось трудно. Рио приносит извинения за то, что ему пришлось уехать, но напоминает ей, что она скоро выйдет замуж, на что Сельер отвергает саму идею жениться в ближайшее время. Он говорит ей, что ей следует начать думать об этом как можно скорее, потому что в конечном итоге она может состариться, но затем говорит ей, что она всегда будет будьте скромны в самых важных областях, так что в конце концов это не имеет значения. Селия задается вопросом, куда приведут его приключения Рио, и его единственное желание поскорее попасть в страну, где жила его мать до своей смерти. Селия замечает, что он погружен в печаль, и задается вопросом, что же могло бы произойти дальше в его жизни. Приближается день турнира, и первый защитник Академии оказывается настоящим человеком. Этот сопляк говорит ему, что в любом случае никто ничего от него не ждет, но что ему не следует позорить Академию своими навыками владения мечом. На поле боя появляется его противник, и это оказывается никто иной, как тот самый человек, который бессмысленно мучил его, когда он был маленьким. Начинается сражение, и солдат задается вопросом, не издевается ли он над ним. Рыцарь сражается изо всех сил, используя всю свою силу, потому что после того инцидента 5 лет назад его понизили в должности. Но его гнев только заставляет его броситься вперед и поставить под угрозу свою позицию в этом процессе, позволив Рио подбросить свой меч в воздух и закончить поединок. Солдат становится обиженным проигравшим и говорит им, что он просто не пытался и будет более серьезным, но судья кричит на него. Он должен принять свое поражение как благородный рыцарь, а не как слабак. В ночь после турнира таинственный мужчина выпивает с солдатом, выпытывая у него информацию. Он спрашивает его, кто был этот студент, так как он был единственным, кто выиграл матч, в то время как все его сверстники были уничтожены. Солдат рассказывает, что именно Рио спас принцессу 5 лет назад, и это привлекает внимание таинственного мужчины. На следующий день Селия с радостью поздравляет его с тем, как хорошо он сражался, но видит, как Рио идет навстречу женщине, которая признается ему в любви, и задается вопросом, как она действительно испытывает к нему чувства. Во время своих занятий Селия учит всех желающих использовать молнию для управления магической силой, но мальчишка указывает, что они учатся этому только потому, что Рио единственный, кто не может контролировать ни одну из своих магических способностей. Несмотря на всю ту чушь, которую он несет, он способен создать всего лишь небольшой шар света, и Селия демонстрирует классу, что для того, чтобы по-настоящему овладеть им, нужно уметь управлять несколькими шарами света одновременно. Рио впечатлен ее самообладанием и удивляется, почему он способен копировать чужую магию только после того, как увидел ее. После урока один из мальчишек подходит к Рио и говорит ему, чтобы он перестал соблазнять женщин повсюду только потому, что он победил по счастливой случайности. Селия заступается за Рио, но мальчишка говорит ей, что Рио тоже флиртовал с ней. Она отрицает, что это
это когда-либо происходило. Но мальчишка говорит ему, что его дом не будет молчать, если он продолжит играть с эмоциями девочек. Принцесса Флора видит это и расстраивается из-за того, что его ложно обвиняют. Она винит себя в том, что доставила ему все эти проблемы, и задается вопросом, как она может отплатить ему за то, что он спас ее. Проходит несколько недель, и надоедливый ребенок знакомит остальных учеников своего класса с их классной работой, которую они должны выполнить, чтобы получить высокую оценку. Он рассказывает, что получил секретную информацию от старшеклассников и просит своего друга заставить Рио нести весь багаж, потому что он не может колдовать. Рио соглашается, не возражая, но Флора чувствует себя неловко за него и спрашивает, не могла бы она помочь ему донести багаж. Рио остается рыцарским человеком, и Флора чувствует себя неловко из-за того, что Рио постоянно приходится сталкиваться со всем этим снова и снова. Гоблины приходят, чтобы напасть на них, но студенты отбиваются от них без каких-либо проблем и высмеивают Рио за то, что он единственный, кто снова ничего не сделал. Но чего они не знают, так это того, что Рио единственный, кто способен заметить жуткого человека, наблюдающего за ними. Когда они достигают конца тропинки и думают, что они закончили, они видят гигантский утес перед финишной чертой. Но прежде чем они успевают осознать свое положение, появляется группа орков и запускает в них свои копья. Рио отбивает один из их ударов, но одно из их копий ранит сопляка в ногу. Сопляк бежит навстречу одному из студентов, который отталкивает его в сторону принцессы. Флора неожиданно падает со скалы, и Рио бросается к ней на полной скорости, ныряет и отбрасывает ее обратно на скалу, чтобы спасти ей жизнь. Орки продолжают сражаться со студентами, но они объединяются вместе, чтобы справиться с врагом на своем пути с помощью своих магических способностей. Они уничтожают первую орду из них и празднуют победу, но Рио задается вопросом, сможет ли он присоединиться к ним, так как он не получил никакого урона при падении. Используя ему были дарованы его таинственные магические способности. Студенты обвиняют этого сопляка в том, что он столкнул Флору со скалы, но сопляк пытается обвинить Рио в том, что именно он столкнул его, и придумывает сценарий, чтобы свалить всю вину на него. Остальные студенты верят в его историю. Даже когда Флора пытается заступиться за него, Рио понимает, что даже его желания окончить эту академию не сбудутся. И когда Флора пытается снять с Рио какую-либо вину, гигантский зверь пролетает над ними, блокируя их от их выхода. Все ученики снова объединяются в группы и используют свои магические способности. Но гигантский монстр отбрасывает все их магическое оружие в сторону и уклоняется от любой их атаки. Ни у кого из учеников нет ни единого шанса против него, и когда они убегают, чтобы избежать своей смерти. Флора единственная, кто остается, чтобы исцелить одного из своих павших сверстников. Чудовище подходит к ней сзади, готовое прикончить ее, но Рио подходит и рубит монстра в последнем втором раунде. Благодаря своим магическим способностям он увеличивает свою скорость и ловкость, что позволяет ему наносить удары по монстру и уклоняться от всех атак, встречающихся на его пути. Монстр прыгает в небо, чтобы подготовить сильный удар, но Рэ уклоняется от него и продолжает свою атаку, чтобы удержать монстра. Рэ отбивает все удары, летящие в его сторону. Ну, ебаны, блядь, давайте сюда, блядь. Бам, блядь. Второй. Бам. Остальные ученики приходят убедиться, что с Флорой все в порядке, но Рио уходит от этой ситуации, чтобы никто из них не узнал, что он все еще жив. Жуткий человек летит сверху, думая, что это интересное развитие событий и что он никогда не видел, чтобы ребенок использовал секрет духовное искусство. Позже тем же вечером Селия идет на встречу с директором школы, но слышит, как он разговаривает с родителями мальчишки. Директор понимает, что Рио, скорее всего, не сделал ничего плохого, но решает свалить всю вину на Рио, чтобы спасти репутацию королевской семьи, даже если это ложное обвинение. Он сам. По ночам Селия беспокоится, что больше никогда не увидит Рио, но он стучится в ее дверь и прокрадывается внутрь. Селия подбегает к нему, обнимает и говорит, как она за него беспокоилась. Она рассказывает ему о ложном обвинении, которое ему предъявили. Но Рио понимает, что никто не признает его правоту, потому что он всего лишь бездомный сирота. Он благодарит Селию за то, что она была единственным человеком, который всегда был рядом с ним. И говорит ей, что она была единственным человеком, с которым он хотел попрощаться перед отъездом на родину своих родителей. Даже если они разлучатся, Рио говорит ей, что будет посылать ей письма под именем Харуда, и встает, чтобы уйти. Селия спрашивает его, встретятся ли они снова, и он отвечает ей, что обязательно вернется за ней. Она желает ему счастливого пути и плачет, терпеливо ожидая всех его писем. В течение той ночи отец этого отродья приказывает девочке по имени Латифа найти Рио и убить его, как бы далеко он ни был. Рио мчится по стране с невероятной скоростью и перепрыгивает через любого монстра, стоящего у него на пути. После трехдневного долгого путешествия он добирается до королевства Галарк, куда известие о его преступлении еще не дошло. Таинственная девушка идет за ним по пятам, и он чувствует, что в этом городе что-то не так.
В самом городе шеф-повар спрашивает его, не хотел бы он попробовать какую-нибудь пасту, изобретенную Лизлотом. И Рио задается вопросом, как паста попала из его мира в этот с тем же именем. Рио платит за тарелку, пробуя блюдо на вкус и гадая, не из того ли мира этот человек, что и Харуда. Спросив этого человека, где он мог бы купить еще лапши во время своей поездки, мужчина указывает ему на штаб-квартиру гильдии. К нему подходит горничная, которая представляется как Лот и заботится обо всех его потребностях в течение всего дня. Рио отправляет Селии письмо, в котором сообщает ей, что какое-то время он не сможет с ней общаться, потому что ему придется путешествовать по лесу. Когда он уезжает из города, блондинка звонит Лоту Лизлоту, но Лот просит ее сохранить свою истинную личность в тайне. Секретно. Рио продолжает бежать по лесу до тех пор, пока не находит ребенка, лежащего посередине. Он наклоняется, чтобы убедиться, что с ней все в порядке, но она поворачивается к нему и бросает в него ядовитый клык, чуть не сбивая его с ног до потери сознания, прежде чем он нейтрализует яд. Девочка-кошка несется к нему со слепительной скоростью, и он едва уклоняется от ее ударов, одновременно активируя свои физические улучшения. Ее скорость многократно увеличивается, она также очаровывает своими физическими способностями, и она бросается к нему со своим кинжалом. Но он продолжает сбивать ее с себя и уворачиваться от нее. Он вкладывает свой меч в ножны и использует свои превосходные боевые искусства, чтобы сбить ее с ног на месте, приставив нож к ее шее. Но она начинает плакать и говорит ему, что не хочет умирать. Девочка начинает плакать, зовя свою мать, и он сбивает ее с ног с помощью своих духовных искусств. Связав ее, он замечает, что на нее наложен знак подчинения, и задается вопросом, сможет ли он рассеять его с помощью магии, которой он научился. Он активирует рассеивающую магию своей рукой, и вызывающий прерывается. В глубине воспоминаний Латифы она помнит, как ехала в том же автобусе и погибла после аварии. Латифа проснулась от того, что мальчишка издевался над ней, говоря, что она станет его послушной сестрой и будет называть его своим уважаемым братом. Она отказывается, поэтому он шокирует ее разум и заставляет подчиниться. Она просыпается от своего дурного сна, и Рио говорит ей, что если она хочет жить, то ей не следует пытаться сопротивляться. Рио расспрашивает ее о том, кто надел ей на шею ошейник покорности. Латифа начинает плакать, наконец-то осознав, что ошейник с нее сорван и что она наконец-то свободна. Рио утешает ее, и Латифа говорит ему, что она никогда не знала имени своего хозяина, но говорит ему, что ее брата звали Стюарт. И Рио понимает, что это отродье, именно он послал ее за ним вдогонку. Рио спрашивает Латифу, по-прежнему ли она намерена убить его, но она отвечает ему, что не причинит ему вреда. Отпустив ее, Рио говорит ей, что она вольна поступать так, как ей заблагорассудится, и что ей следует уехать от него, чтобы найти убежище в одном из королевств. Однако, когда он уходит, Латифа продолжает следовать за ним и спрашивает, может ли она сопровождать его. Но Рио предупреждает, она сказала, что ей следует быть осторожной с человеком, которого она только что пыталась убить. Рио говорит ей, что он не может ей доверять. Но Латифа говорит ему, что он может надеть на нее ошейник, если захочет, потому что она еще больше боится остаться одна. Рио неохотно соглашается взять ее с собой, и в конце концов она говорит ему, что ее зовут Латифа. Они вместе отправляются в свое приключение, и через некоторое время Рио готовит лапшу для Латифы, которая узнает в ней спагетти. Он удивляется, откуда она могла знать другое название пасты, и она говорит ему, что когда-то ела ее сама, по крайней мере так ей кажется. Выслушав ее, Рио задается вопросом, не из того ли мира Латифа, что и Харута, и когда она плачет по ночам, умоляя вернуться домой. Рио слышит ее, она сказала, что хочет вернуться в Токио, и тут же поняла, что эта девушка должно быть из того же мира, что и Харуда. Он утешает ее во время сна, и она просыпается рядом с ним, понимая, что он похож на того парня, который был с ней в автобусе. После того, как Рио просыпается, она спрашивает его, может ли она называть его Анитян, и Рио смущается, но решает, что он так и сделает. Позвольте ей это сделать, если это хоть немного утешит ее. После нескольких недель путешествия им удалось добраться до гигантского дерева, к которому стремился Рио. Но Латифа не может его разглядеть. Они отправились в лес и провели ночь в дикой местности. Кошмары Латифы пугают ее всю ночь, поэтому Рио использует свое духовное искусство, чтобы заставить ее снова почувствовать себя лучше. Но после того, как он это делает, группа из 3 девочек приходит в их убежище и начинает нападать на Рио. Они обнаруживают, что Латифа спит, окруженная искусствами духа, и предполагают, что Рио похитил ее. Не слушая ничего из того, что он говорит, они удерживают его и посылают поток электричества, который в одно мгновение лишает его сознания, забирая его в качестве своего пленника. Когда Рио плыл внутри волшебного измерения, он задавался вопросом, кем могла бы быть девушка, лежащая перед ним, но она тоже не знает, кто она такая на самом деле. Однако она знает о том, кто такой Рио на самом деле, и говорит, что его настоящее имя Харуда. Он спрашивает ее, откуда ей известно о его прошлой жизни, и она говорит, что она связана с ним, и что она принадлежит только ему. Довольно скоро она говорит ему, что он сам все узнает, и обнимает его перед тем, как исчезнуть. Голос не умоляет его проснуться, но после того, как он это делает, Латифа вбегает и обнимает его в слезах. Старейшина деревни приходит извиниться за то, как они с ним обошлись, и все девочки встают на колени, чтобы извиниться. Освободив его от замков, старейшина объясняет, что завтра он встретится с другими старейшинами деревни,
но уходит, чтобы отдохнуть на одну ночь. На следующее утро Рио направляется в центр мирового древа и встречается с 3 лидерами деревни. Они приносят извинения за то, как жестоко с ним обошлись, и желают, чтобы он нашел способ принять их извинения. Его единственное желание, чтобы они позаботились о Латифе, поэтому он спрашивает, может ли он остаться с ней на это время. И все жители деревни соглашаются, чтобы он остался жить среди них, их самих. Перед тем, как он собрался уходить, появилась леди Дриас, дух мирового древа. Подойдя ближе, она замечает духа, живущего внутри него, и задается вопросом, не смог ли он использовать магию, так как духи, как правило, высасывают все магические способности из человека. Рио понимает, что из-за этого он постоянно не может использовать магию. Поэтому леди Дриас берет его за лицо и пытается исследовать дух, находящийся внутри него. Она говорит, что внутри у него невероятное количество телесной жидкости, и ей хотелось бы попробовать ее на вкус. Но она отступает, когда понимает, что внутри него спит дух в форме человека. Это самые редкие виды духов, какие только существуют на свете. И старейшины подумывают о том, не следует ли им начать относиться к нему как к святому, одному из самых высоких титулов, даруемых человеку. Одна из девочек-зверей провожает его обратно на его место, и Латифа начинает показывать ему, какой потрясающий у них новый дом. Одна из девочек интересуется, в каких комнатах он хочет, чтобы они спали, и рассказывает, что они втроем будут жить с Рио. Урсула заходит ко мне и признается, что в ее планы входило, чтобы они жили вместе. В конце концов, это поможет ему узнать больше об их деревенских традициях. А что касается Латифы, то у нее появится возможность завести близких друзей, которые смогут присматривать за ней. Видя смысл ее слов, Рио с радостью соглашается начать жить с ними вместе и желает им счастливой жизни друг с другом. По прошествии нескольких месяцев Рио начал постигать магию духов их деревни и проводил все свое время, изучая их культуру. Независимо от того, занималось ли это вместе с ними сельским хозяйством, починкой металла или даже спаррингом между ними. Времена года сменяли друг друга до тех пор, пока не прошел год, и они жили вместе до тех пор, пока не приблизился Великий фестиваль духов. Леди Дриас появилась, чтобы начать праздник, но вдалеке Грифон унес 2 мужчин глубоко в драконью пещеру. Риас вернулась с яйцом и сказала новому солдату, что он будет нести это яйцо, чтобы Риас могла продолжать пилотировать Грифона. Когда они взлетели, Риас посмотрела вдаль и увидела рой виверн, летящих за ними следом. Вернувшись в деревню, леди Дриас целует их обоих в голову, чтобы завершить церемонию. И теперь, когда они стали гражданами деревни, старейшины начинают празднование. Пока все ели, Рио понял, почему в этом аниме присутствует жанр гарема, и девочки умоляют его сдвинуть кровати вместе после того, как выпьют немного яблочного уксуса. Один из них говорит им, что это не приведет к углублению их дружбы с Рио. Но девочки говорят, что они хотят, чтобы внутри них углубилось что-то еще. По прошествии стольких лет им кажется, что он все еще продолжает дистанцироваться от них, и Рио шокирует то, что они это заметили. Как только они ушли, чтобы вместе раздобыть побольше еды, Урсула подошла к Рио, и он подумал, не пора ли сообщить эту новость Латифе. На другом конце деревни Риас говорит, что они будут отдыхать здесь на ночь, и говорит своему подчиненному, что он собирается расследовать это дело. Район. Перед отъездом он вручает ему артефакт, и Риас утверждает, что это поможет ему определить свое местоположение, если он попадет в беду. Солдат съедает его, и Риас собирается уходить, видя, что виверны приближаются к месту нахождения его подчиненного. Тем временем Рио идет с Латифой в уединенное место, и она умоляет его вернуться, чтобы они могли поиграть вместе. Но Рио спрашивает ее, нравится ли ей здесь жить. Она говорит ему, что ей здесь очень нравится, и она рада, что со временем смогла завести всех этих близких друзей, что очень радует Рио-де-Жанейро. Однако он сообщает, что скоро уедет из деревни. Все это время он направлялся на восток и больше не может взять ее с собой, поэтому она убегает, плача. Леди Дриас предупреждает жителей деревни о надвигающемся присутствии всех виверн и посылает армию женщин-зверей, чтобы выяснить причину их сбора. В то же время Риас проникла в более глубокую часть пещеры виверн и нашла все яйца, которые были спрятаны в другом месте. Поэтому он начал складывать их в свой пустой ящик. Женщины-звери продолжают прочесывать лес до тех пор, пока не обнаружат Грифона. Когда они приблизились к мужчине, он приставил к ним нож и начал улетать прочь. Их предводительница пытается сбить его с ног своей молнией, и они замечают, что он направляется к мировому древу. Но прежде чем они успели что-либо предпринять, сзади появилась гигантская виверна, и мужчина едва увернулся от ее атаки. Остальным вивернам удалось догнать его, и после того, как Риас собрал все яйца, он раздавливает камень, чтобы остановить сердце своего подчиненного, отправляя, он упал с Грифона. Латифа идет обратно в деревню, и яйцо падает прямо у нее на глазах, разбиваясь на куски. Когда она смотрела на детеныша дракона, перед ней появилась черная виверна, которая кричит в агонии, когда видит, как пострадал ее ребенок. Она готовится атаковать Латифу огненным дыханием, но Альма бросает свой ветровой торнадо, чтобы спасти ее от нападения. Она призывает своего фамильяра зверя и пытается справиться с черной виверной в одиночку, но удары ее молота не дают никакого эффекта, и она отбрасывается обратно к дереву. Как только она пришла в себя, виверна уничтожила фамильяров своего зверя атакой огненного дыхания, а Латифа попыталась отвлечь дракона, чтобы выиграть для Альмы немного времени. Она продолжала бегать вокруг,
но когда дракон заблокировал ее движение и был готов наступить на нее сверху, Рио начала атаку. Сосульку, чтобы сбить дракона с ног и унести Латифу подальше от греха подальше. Он еще раз прыгнул навстречу дракону и использовал свои новые духовные техники, чтобы раздавить черную виверну голыми руками. Виверна приготовилась к своему последнему адскому дыханию, но Рио бросил свою сферу ветра в сторону дракона, чтобы помешать его движениям. Однако это не возымело большого эффекта, поэтому Рио продолжил бросать свою способность Гига Инферно в пасть дракона и ударил ногой по его челюсти, поджаривая его мозг в это мгновение. Увидев поражение своего предводителя, остальные виверны отступили. Все девочки были потрясены тем, что он смог победить черную виверну в одиночку, и Латифа обнимает его за то, что он спас ее. На следующее утро она извиняется за свою реакцию, говоря, что она уже знала, что этот день настанет, но она испугалась, что он хотел избавиться от нее. Однако Рио утешает ее и говорит, что он никогда бы не захотел избавиться от своей младшей сестры, поэтому он раскрывает ей правду. Настоящая причина, по которой он едет на восток. Далеко в районе Ямага была земля, где раньше жили его родители, поэтому он хочет наконец добраться туда. Это уже первый раз, когда Латифа узнала что-то о нем, поэтому она хочет рассказать кое-что и о себе тоже. До того, как она родилась в этом мире, она уже умирала и перевоплощалась из места под названием Япония. Рио верит ей, говоря, что он был таким же человеком, как и она, и хотел бы, чтобы он раскрыл правду о своей ситуации с самого начала. Но беспокоился, что он был, цепляясь за давние сожаления, оставшиеся с того времени. Она задается вопросом, не появились ли эти сожаления снова, и Рио признается, что солгал бы, если бы они этого не сделали. Но он поклялся стать сильным в этом мире, чтобы загладить свою вину. Она обещает, что тоже станет сильнее ради него и будет ждать до того дня, когда он вернется. Неделю спустя Рио готовится к отъезду, и лидер гномов дарит ему меч и плащ, который он создал из черной виверны, давая ему возможность скрывать свои силы. Но даже несмотря на то, что плащ выглядит тонким, у него самые высокие показатели защиты из всех доспехов в этом мире. Все они дарят ему подарки, и хотя Рио понятия не имеет, как он собирается носить их все, последний старейшина дарит ему космическую наличность, национальное сокровище-предмет. И они благодарят его за то, что он спас их деревню. Благодаря своим новым денежным средствам в пространстве времени Рио хранит все подарки и обещает, что прибежит к ним, если им когда-нибудь понадобится помощь. Все девочки желают ему счастливого пути, а Латифа подбегает, чтобы обнять его. Он готовится взлететь и начинает улетать, но Латифа начинает заливаться слезами. После 2 недель, проведенных в деревне, Рио так и не нашел никаких зацепок о своей матери или отце, поэтому он решил встретиться с жителями деревни. 2 девочки поздоровались с ним во время полива растений, но когда Сио увидела его, она почувствовала, что вода льется из банки другого типа. Он отвез его в дом ее бабушки, и Юба задалась вопросом, не из другой ли он страны в этом странном наряде, который на нем надет. Рио рассказал, что он объездил много стран, чтобы наконец приехать сюда. И пока они готовили ужин, Рио объяснил, что раньше здесь жила его семья. Их зовут Разин и Аями, и то, что они услышали эти имена, повергло бабушку в шок. Она велит Рури и Сио удалиться, чтобы они могли поговорить наедине, и расспрашивает Рио о более подробных деталях. Единственное, что Рио знал о своих родителях, это то, что его отец скончался до того, как он смог встретиться с ним, а его мать была убита к тому времени, когда ему исполнилось 5 лет. Целью его жизни было добраться до этого места после того, как его мать дала это обещание, и все, чего он хотел, это сделать, это будет могила для них на их родине. Заметив свое сходство с ними, Юба обнаружил, что она приходится матерью его отцу. Она благодарит его за то, что он пришел, но говорит, что они уже приготовили для них могилы, поэтому она водит его к местам их захоронения. Рио опускается на колени, давая понять своим родителям, что он наконец-то добрался сюда. Когда он засвидетельствовал свое почтение, его бабушка объяснила, что им обоим пришлось тайно бежать из страны, но она не может быть той, кто раскроет правду о них. Однако, если он захочет остаться здесь с ней, возможно, ему удастся узнать о них побольше. Сейчас ее единственный родственник — это Рори, который приходится Рио двоюродным братом, а в штате Алабама ты знаешь, что это значит. Она уходит и говорит ему, чтобы он наслаждался своим покоем здесь. На следующее утро Рио просыпается пораньше, чтобы начать помогать по хозяйству, но развитие сюжета в Алабаме начинается раньше, чем ожидалось. Во время приготовления пищи Рио использовал свои руки для того, чтобы открыть шлюзы для Рори, и Сио вошла к ним вместе со своим братом Шином. Он понимает, что теперь ему придется побороться за свою сестру, но в конце концов съедает мясо Рио. После того, как он съел сметану Рио, бабушка попросила его взять Рио на охоту, поэтому он бросает ему вызов, чтобы он забежал на поле на перегонки. Как только он ушел, Рори поняла, что ей предстоит схватка на Диком Западе со своим двоюродным братом. И они будут соревноваться, за который может попасть насквозь выстрелами из своего пистолета. Ну и что же? В глубине леса Рио своей первой стрелой подстрелил редкую птицу, и Шин понимает, что ему предстоит жестокая конкуренция. Но поколения, жившие в результате кровосмешения, постепенно разрушили их мозги, и они начали охотиться с луками задом наперед. Шин недоумевает, почему он не сделал ни одного выстрела, поэтому уходит в гневе. Со всей грязью, которую
которая скопилась на его теле, Рио решает построить баню прямо рядом с их домом, используя свои духовные искусства, но девочки начинают подглядывать за ним. По прошествии нескольких недель Рио постепенно превратился в типичного жителя деревни, и вот наконец настал день сбора урожая. Кучка мужчин начала звать на помощь, а на другой стороне деревни трое угрожающих мужчин подумали, что Рори и Сё выросли в красивых женщин. Шин приготовился ударить его кулаком, но Рори напомнил ему, что из-за этого может начаться война, так как он был сыном жителя соседней деревни. Президент. Она спрашивает у него, почему он в их деревне, и он говорит, что хочет остаться у Рори на ночь, так как он может быть ее в один прекрасный день я стану мужем. Шин закричал на него, чтобы он уже уходил, и бросился вперед, чтобы ударить его, но Гон блокировал его удар и задушил его ножом. Одной рукой. Появился Юба и сказал ему, чтобы он отпустил Шина. Она извинилась от его имени и разрешила Гону оставаться в гостевой хижине до тех пор, пока он не покинет ее. Уходя, Гон заметил Рио и подумал, что он уродлив, поэтому попытался поставить ему подножку. Кто-нибудь, помогите ему. О, ему нужно немного молока. Юба сказал всем оставаться начеку на ночь, но так как Шин живет один с Сайо, он умолял Юбу взять ее к себе на ночь. Ночью и она согласилась. Перед тем, как они отправились спать, Рэ попросил их положить защитный амулет в угол их комнаты на ночь. Войдя в хижину Гона, его лакеи были впечатлены тем, как хорошо он уничтожил свою собственную повозку. И Гон сказал им, что завтра они получат удовольствие от своего небольшого визита. К закату следующего дня Рио тренировал свое гигантское тело Чада и сказал девочкам, что он может слышать их шлюзы. Взрыв раздается с расстояния в милю. Они задаются вопросом, почему он неустанно тренируется, но Рио считает, что это немного смущает, когда он помнит о своем обещании мне. Его цель состояла в том, чтобы в один прекрасный день стать достаточно сильным, чтобы защитить девушку, которая ему не безразлична. Но он беспокоится, что в этот момент она может быть с кем-то другим. Са услышала эти слова, и в ее сердце зародилась печаль. Ночью в комнату Са и Рори вошел мужчина, но амулет активировался. Он начал затыкать Рори рот, а когда Са уже собиралась позвать на помощь, Гон пригрозил причинить вред ее подруге. Однако его лакеи были избиты, и он увидел Гона сверху на Рори, что напомнило ему о том, как была убита его мать. Гнев Рио все возрастал, и когда Гон подбежал к нему, Рио одним ударом перевернул его на спину и вышвырнул наружу. Он наступил ему на шею и начал несколько раз бить кулаками по лицу. Девочки умоляют его остановиться, и другие мужчины деревни приходят, чтобы остановить его, пока он не покончил с жизнью Гона. Хубас понял, что Гон собирается напасть на девочек, и Рио уходит прочь как альфа. Это уже второй раз, когда он хочет как-то покончить с собой, и все это время внутри него горела жажда мести. Но сам того не замечая, его потянуло к личности Харуто. Его решимость ослабла. Но эта жажда мести заставляет его чувствовать, что он ничем не будет отличаться от человека, который прикончил его мать. На следующее утро лорд Хайти, посланник из королевства, явился, чтобы собрать налоги и доставить заключенных в тюрьму. Юба спросил его, не может ли он передать письмо одному важному человеку внутри королевства. Так что Хэй пообещал доставить его и уехал вместе с Рио. Через несколько дней команда добралась до столицы страны. После того, как они отправили его в тюрьму, Рио прогуливался по городу вместе с Сё, и один из торговцев предложил ему купить подарок для своей милой подружки. Сё попыталась объяснить, что они не встречаются, но женщина сказала, что они так мило смотрятся вместе, поэтому им следует купить сувенир на память о своей «приходите в гости». Рэ спрашивает ее, не хочет ли она чего-нибудь, и женщина велит Сё встать на оба колена, чтобы поблагодарить его. Рэ благодарит женщину за гладкую укладку, и Сё видит милый лепесток цветка, который она вставляет себе в волосы. Он думает, что это прекрасно смотрится на ней, поэтому он покупает их у дамы, и перед тем, как они ушли, торговец сказал ей бороться за него изо всех сил, прежде чем другой девчонка крадет его. В центре города мужчина пытался развить какой-то сюжет аниме вместе с девушкой и попытался убежать с ней, но Рэ применил свои боевые искусства, чтобы сбить его с ног и спасти женщину. Ее охранник подбежал к ней, чтобы защитить, но Рэ убежал, когда появился 12-й. Отец девочки Гоки услышал об этой новости и рассказал об этом Хайте. Хайте задался вопросом, не связано ли это как-то с письмом, которое Юба прислал для него, и увидев написанные внутри слова, он испытал шок. У него тряслись руки, и он задался вопросом, встречался ли Хейт с человеком по имени Рио. Когда он возвращался домой, этот мужчина поздоровался с Рио и попросил его уделить ему минутку своего времени. Войдя в их дом, они рассказали, что были знакомы с его матерью, бывшей принцессой этой страны. 20 лет назад в их королевстве шла война, и его отец был величайшим солдатом, который когда-либо командовал союзными войсками. Видя его талант, король доверил ему охрану своей дочери. И вскоре он показал ей свой легендарный Экскалибур. Но их мир продлился недолго, и когда начались мирные переговоры, противоборствующее королевство потребовало, чтобы отец Рио был казнен, а его мать выдана замуж к своему принцу. Именно эти отвратительные обстоятельства и стали причиной того, что его родители сбежали. И королю ничего не оставалось, как смотреть, как его дочь сбегает из их дома. Гоки умолял Рио встретиться с королем и королевой этой страны, его бабушкой и дедушкой со стороны матери. Рио хорошенько все обдумал и согласился. Утром король и королева были потрясены тем, что наконец-то встретили своего внука, и подумали, что он очень похож на свою мать. Рио считает, что королева очень похожа на его мать, и рад, что он наконец-то может реинвестировать средства в свою алабамскую родословную. Они расспрашивают его
его о его матери и отце, но у Рио осталось не так уж много воспоминаний о совместной жизни с ними. Он был слишком мал, чтобы когда-либо встретиться со своим отцом. Но он помнил, что его мать была тем человеком, который никогда не переставал улыбаться. Однако все это закончилось, когда ему исполнилось 5 лет. Потому что человек по имени Люциус продолжал помогать им и после того, как его отец скончался. В тот роковой день его мать ушла из дома и велела ему не открываться незнакомым людям. Но когда пришел Люциус, Рио открыл дверь, так как он вырос вместе с ним, но он лукаво улыбнулся и пнул Рио ногой в сторону стула. «В этом мире водятся змеи, маскирующиеся под людей», — сказал мужчина. И его мать пришла посмотреть, как он причиняет боль ее сыну. Он схватил ее и ударил ножом. Это было его последнее воспоминание о ней. И он начал жить в трущобах до тех пор, пока ему не исполнилось 7 лет. Независимо от того, что случилось, он никогда не сможет простить Люциуса. Даже если месть не вернет ее обратно, своими руками он обещает покончить с этим человеком. Его дедушка понимает его решимость, но хочет, чтобы он какое-то время тренировался под руководством Гоки. Он самый сильный воин во всей стране и надеется, что это подготовит его к битве с Люциусом. Оказавшись внутри поместья, они оба готовятся к спаррингу друг с другом, и Рю прыгает навстречу своему противнику, чтобы нанести удар сверху вниз. Гоки в последний момент уклоняется, и они наносят удар друг против друга. Ни один из ударов Гоки не способен пробить его защиту, поэтому он готовит магическую энергетическую атаку. Это его секретная техника – воздушный удар первым клинком, и Рю защищает ее своей магией воды, ослепляя своего противника, чтобы он бросился вперед и закончил поединок. Король впечатлен и думает, что в конце концов в тренировках не будет необходимости. Но Рио благодарит их за проявленное внимание и надеется в один прекрасный день познакомить их со своим двоюродным братом. Все они возвращаются в свою деревню. Но когда Рори поинтересовался, куда подевался Рио, Сайо указала на могилу его семьи. Для того, чтобы Рио продолжал жить, он больше не может убегать. Поэтому он обещает смириться с тем, что уродливо у него внутри, чтобы защитить тех, кто ему не безразличен. Когда времена года начали меняться, Рио понял, что ему нужно поскорее уехать из деревни, но не знал, как сообщить эту новость Сёа. Поэтому, когда наступила весна, Рио подошел к ней, когда она сажала рис, и исправил ее технику, сказав, что он хочет, чтобы именно она была той, кто присматривает за всеми, пока его не будет. Эти слова шокируют ее, и она задается вопросом, что он имеет в виду, говоря «уходи». И вот он говорит ей, что собирается уехать из деревни осенью. Он не знает, будет ли регулярно возвращаться сюда, но заметил, что у нее из глаз текут слезы. Как только она закончила сажать рис в тот день, у себя дома она упала в обморок, и Шин увидел, как его сестра плачет. Он спросил ее, не случилось ли чего-нибудь, и поинтересовался, не из-за Рио ли она расплакалась. Она сказала ему, что он не сделал ничего плохого, но ей грустно, потому что он скоро уедет из деревни. После этого Шин попытался подбодрить свою сестру, принеся ей подарки. Но все, о чем она могла думать, это о том, как стать сильнее, чтобы она могла сопровождать Рио в его путешествиях. Днем она работала и пристально смотрела на него, а ночью практиковала свои приемы владения мечом просто для того, чтобы стать немного сильнее. Вскоре, наконец-то, начался ежегодный фестиваль. Но пока все наслаждались проведенным вместе временем, Сиё спросила, не может ли она уделить ему минутку своего времени. Истинная причина, по которой она позвала его сюда, заключалась в том, чтобы признаться в своих чувствах и сказать, что она влюблена в него. Эти слова лишили Рио дара речи, и он извинился, сказав, что не может ответить ей взаимностью. Она спрашивает его, не связано ли это с тем, что они не состоят в кровном родстве, но он отвечает ей, что это в основном потому, что ему скоро придется уехать из деревни. Она умоляет его взять ее с собой, рассказывая, что она работает каждый день в течение 6 месяцев, чтобы не тянуть его вниз. Она готова сделать все, что угодно, даже перевоплотиться в его сестру, но Рио говорит ей, что даже если бы она сделала все это, она все равно была бы его сестрой. Все равно некрасиво. Ты жертва. Эти слова сокрушили Сёа, и она начала плакать. Но она держала его за руку и умоляла просто держаться поближе к ней. Однако Рио извинился и ушел. Она продолжала плакать, а Рио заметил присутствие Шина и извинился за то, как он обошелся со своей сестрой. В конце концов, настал день его отъезда, и Рио был готов отправиться в путь на рассвете из-за своей долгой поездки. Перед тем, как он покинул деревню, он увидел Сёа, ожидавшего его у выхода. Гоки подошел к ней и спросил, достаточно ли она любит Рио, чтобы отказаться от своей собственной деревни. Сёа поколебалась, но сказала, что сделает все, чтобы остаться с Рио. Так вот, перед тем, как он ушел, она пожелала ему позаботиться о себе, пообещала, что будет очень усердно работать, и сказала, что к тому времени, как он вернется, она станет сильнее. Она отмахивается от него, а сестра мистера Стила ее кивает головой в сторону Шина и уходит. Шел 999 год священной эры, и Рио наконец-то добрался до мирового древа. Латифа сразу же подбежала к нему, чтобы обнять, и во время ужина он рассказал им о семье, с которой познакомился, и обо всем, что узнал о своем прошлом. Старейшины интересовались, как долго он собирается здесь пробыть, и Рио сказал, что это продлится всего 4 минуты. Потому что их деревня – это самая скучная часть сериала. Не бери в голову. Именно эта часть истории стала самой насыщенной сюжетом. Девочки задаются вопросом, почему 02 лежит на нем сверху, а Латифа задается вопросом, как, черт возьми, она оказалась в этом аниме. Но Рио сам не имеет ни малейшего представления, поэтому он спрашивает ее, как она сюда попала. Девочка открывает глаза и говорит, что она дух, та самая, которая заключила завет с Харуда. Она сидит на его кровати, но все ее воспоминания, похоже, стерты. Она не помнит ни одного случая, когда они были вместе,
и даже не знает своего собственного имени, но хочет, чтобы он назвал ее по имени. Она говорит ему, что существует только для него, называя его Харуда. Девочки удивляются, почему она называет его Харуда, и Рэ пытается выиграть немного времени, чтобы придумать какое-нибудь дерьмовое оправдание. Он пытается сказать ей, чтобы она называла его Рэ, но она начинает общаться с ним телепатически и говорит, что знает о нем все, даже количество циркулирующих сперматозоидов. В любой момент времени, потому что она собирается высосать их из себя. Девочки советуют ему расспросить леди Дриас о ее внешности, поэтому Рио велит ей встать, но при этом видит в этом величайший сюжет во всем аниме. Обладая своими магическими способностями, она меняет свой наряд. Грациозно стоя, Рио замечает исходящую от нее красоту и вспоминает обо мне. Он решает назвать ее Ашей, потому что образ весны возник у него в голове, когда он посмотрел на нее. Девочки считают, что у нее красивое имя, и Латифа задается вопросом, не сделает ли это их сестрами. Вернувшись в деревенский совет, появляется леди Дриас, и для нее остается загадкой, что Аэзия потеряла все свои воспоминания. Поэтому она спрашивает Аэзию, в каком типе элементов она лучше всего разбирается. Аэзия говорит, что она овладела всеми из них в совершенстве, особенно техникой небрежного топа, которая повергла в шок всю комнату. Чтобы продемонстрировать ее способности, они выходят на улицу, чтобы определить силу ее способностей. Рио бросает камень, чтобы начать матч. В тот же миг Аэзия исчезает прямо перед ним, и он чудом уклоняется. Ее удары ногами совпадают с приемами Рио, и она повторяет все его движения в ближнем бою. Так что он отступает назад, чтобы увеличить некоторую дистанцию. Он прыгает в небо, чтобы попробовать свою воздушную тактику, но ее сила чуть не отрывает ему руку. Как только он приземлился, он бросил в нее сосульки, но она исчезла и снова появилась у него за спиной, бросая в него свои собственные сосульки. Она продолжала повторять все его приемы, так что в конце концов Рио бросил в нее торнадо. Однако она бросила один из них, вращаясь в противоположном направлении, и леди Дриас закончила поединок до того, как они уничтожили деревню. Теперь они верят, что Азия действительно владеет всеми стихиями, но леди Дрис говорит, что она начнет учить Азию контролировать свои силы. Старейшины приветствуют ее в своей деревне, и она благодарит их. Они устраивают праздник, чтобы поприветствовать ее, и она начинает учиться управлять своей магией вместе с Рио. Через некоторое время Доминик показывает ему построенный им переносной домик, и Рио радуется, что наконец-то собирается уехать из этой деревни. Латифа опечалилась, услышав эти слова, и в то время как другие девочки уходили, одна из них умоляла его провести немного времени со своей младшей сестренкой перед отъездом. Поэтому они решили сделать это так же, как это делают все братья и сестры в аниме. Прямо в этой грёбаной горячей ванне. В прошлый раз все это закончилось не очень хорошо. Латифа задается вопросом, почему Азия продолжает называть его Харуда, и Рио рассказывает, что именно так его звали до того, как он перевоплотился. Она была очень взволнована, услышав это, потому что она часто ездила на школьном автобусе, и он был тем человеком, которого она хотела бы видеть своим братом каждый день. Рио задается вопросом, означало ли это, что она попала вместе с ним в автобусную аварию, и ее молчание раскрывает правду. Но как бы печально это ни было, она рада, что оказалась права, сказав, что он самый лучший брат. Он обещает, что вернется к ней, как только закончит, поэтому она спрашивает его, не нужно ли ему еще где-нибудь помыться. Что ты под этим подразумеваешь? На следующее утро старейшины перед отъездом дарят ему несколько подарков. Один из них — компас, который всегда будет указывать на эту деревню, а другой дарит ему устройство, которое позволит ему изменить цвет волос, чтобы он мог оставаться под прикрытием, куда бы он ни направлялся. Перед тем, как уйти, Рио попросил остальных позаботиться о Латифе, пока его не будет, и ушел. Когда они улетали, Рио сказал Азии, что они направляются повидаться с Селией, потому что он до сих пор не смог с ней связаться. В Капитолии Селия смотрела на письмо, которое Рио оставил для нее, и хотела бы просто поговорить с ним еще раз, но Чарльз наконец-то нашел ее. И спрашивает ее, готовилась ли она к той ночи, когда они наконец воссоединятся. В 1000 году священный Эр Рио наконец-то вернулся в город, в котором вырос, и активировал устройство, чтобы изменить цвет своих волос. В течение всей ночи он пытался пробраться в школу, в которой раньше учился, и спустился в подвал, чтобы он мог войти в кабинет Селии. Все воспоминания о том, как они виделись в последний раз, всплыли на поверхность. Но после того, как он уверенно вошел в комнату, он заметил, что она совершенно пуста. Задаваясь вопросом, что же могло случиться с Селией, Рио решил, что им следует наложить иллюзию на другого исследователя и спросить его, что же произошло. Войдя в комнату случайного профессора, Азия появилась сзади и наложила на него гипнотизирующее заклинание. Вошла Рия и спросила о местонахождении Селии, так что мужчина рассказал, что она находится внутри королевского дворца. Завтра состоится церемония ее бракосочетания. А мужчина, за которого она выйдет замуж, это лорд Чарльз, тот самый мужчина, который мучил Рио на протяжении всего его детства. После того, как их королевство потерпело сокрушительное поражение от империи Проксия, дому герцога Арбора едва удалось начать переговоры о мире, и главой их дома был Чарльз. Старая королевская семья была вынуждена бежать из Капитолия, и Чарльз решил объединить свою власть с домом Клэр. Но для того, чтобы сделать это, Селия должна быть выдана за него замуж. Добыв всю необходимую информацию, которую он искал,
Харуто ушел и задался вопросом, что же делать с ее политическим браком. Их единственным выходом было бы проникнуть в замок, чтобы встретиться с Селией еще один раз. Так вот, Азия сказала ему, что сама найдет свою комнату. Когда Рио посмотрел вниз, он заметил всю охрану, но сумел прокрасться к ее комнате. Оказавшись внутри, Селия приготовилась стать чьей-то собственностью на всю оставшуюся жизнь. Она открыла свой ящик стола, и ее последним желанием было увидеть Рио еще раз, но после всех этих лет она потеряла надежду когда-нибудь увидеть его снова и поднесла письмо к огню. Дверь со скрипом отворилась, и Рио велел ей вести себя потише, показывая тем самым, что он наконец-то пришел повидаться с ней, как и обещал. Не раздумывая ни секунды, она подбежала к нему и обняла, чувствуя себя так, словно это уже не сон. Он сказал ей, что скучает по ней, и она заметила, что он стал выше ростом, но Рио сказал, что она такая же плоская, как и всегда. Так что в том случае, если бы это было нарушением, лично я бы так не поступил. Она накричала на него за то, что он все еще ведет себя как сука после стольких лет, но она рада видеть, каким сильным и галантным он стал. Она начала готовить чай, чтобы они могли пить его точно так же, как раньше. Но Рио спросил ее об этом браке, задаваясь вопросом, действительно ли это то, чего она хочет. Особенно с учетом того, что мужчина, за которого она собирается замуж, Чарльз, злой человек, который мучил Рио. Она пытается притвориться, что сама желала этого брака, говоря, что Чарльз ведет себя по-рыцарски и добр по отношению к женщинам, но Рио знает, что она лжет. Однако она кричит ему, чтобы он женился на ней вместо этого, если он думает, что она лжет, и увез ее куда-нибудь подальше, и провести с ней всю оставшуюся жизнь. Эти слова шокируют Рио, но она продолжает говорить, что просто пошутила, и умоляет его забыть о том, что она только что сказала. Она говорит ему, чтобы он не приходил на церемонию, потому что это было бы неловко, и велит ему уйти до того, как прибудет охрана. Она вытаскивает его из комнаты и падает в обморок после того, как закрыла дверь. Как только он покинул замок, Селии показалось, что она рада тому, что он сдержал свое обещание, но она знала, что не может позволить ему втянуться в это дело. Находясь над замком, Рио начал задаваться вопросом, как ему узнать истинную цель этого брака, и Ая пообещала ему помочь. Рио извинился за то, что она всегда помогала ему, но Ая пообещала, что она всегда будет рядом с ним, и что он может прийти к ней, если ему когда-нибудь понадобится все, что угодно. На следующее утро Чарльз поприветствовал Риаса после его долгих странствий и сказал, что хотел бы оказать ему подобающий прием. Он даже предложил ему переночевать у него дома, но Риас сказал, что сегодня вечером женится не он. Произнеся эти слова, он почувствовал присутствие могущественного духа и извинился, чтобы разобраться в этом. Селия приготовилась стать чьей-нибудь куклой на всю оставшуюся жизнь и вышла из своей палатки, чтобы Чарльз мог ее увидеть. Он обнял ее и сказал, чтобы она не волновалась, если она нервничает, потому что 7 других его жен научат ее всему, что ей нужно знать. После того, как он ушел, первая жена, Теннисина, объяснила, что она внесет ясность в ситуацию с самого начала. Независимо от ее более высокого статуса, она будет для них всего лишь инструментом и будет подчиняться каждому их приказу. Селия пытается сказать, что она все понимает, а Теннисина продолжает высмеивать ее внешность и называет уродливой, но Селия продолжает пытаться сдержать улыбку. На ее лице горничная бежит сообщить Селии, что прибыла принцесса Кристина. И Кристина замечает, как ужасно к ней относились другие жены, поэтому она просит разрешения поговорить с Селией наедине. После того, как сводные сестры Золушки ушли, обе девочки начали вместе пить чай. Кристина рада, что они наконец-то снова встретились друг с другом, но при этом приносит извинения за то, насколько некомпетентной была ее королевская семья. Именно они были виноваты в том, что Селию вынудили вступить в этот брак, и ей жаль, что у нее украли ее улыбку. Когда она училась в академии, не проходило и дня, чтобы Селия не улыбалась. Но сейчас она похожа на птичку, запертую в клетке. Так что Кристина обещает, что если Селия когда-нибудь чего-нибудь пожелает, она сделает все, что в ее силах, чтобы это стало возможным. Чарльз ходит повсюду с Альфредом, самым сильным воином во всей стране, но говорит, что это очень печально для него. Теперь, когда Чарльз получил пост верховного правителя, он будет контролировать всю армию в связи с его женитьбой и говорит ему, чтобы он знал свое место. Свадьба наконец-то началась, и вся нация была переполнена радостью, когда начался парад. Но был один человек, который даже не улыбнулся, и это была Селия. Чарльз держал ее за руку, говоря, что не может дождаться, когда они углубят свои отношения сегодня вечером. Все это было частью его плана потому, чтобы в один прекрасный день править королевством. Пока они проезжали мимо, Азия заметила, что Рио был спокоен, даже когда готовился встретиться лицом к лицу с целой нацией. Но он сказал ей, что она единственная, что спасает его нервы от нервного срыва. Карета Селии наконец-то подъехала к ним, и Азия вышла, чтобы поговорить с Селией с помощью своей телепатии. Она велела Селии сохранять спокойствие и рассказала, что она дух Рио и что он наблюдает за ней в толпе. Увидев его лицо, она улыбнулась, но слезы, с которыми она боролась, в конце концов пролились наружу. Он был единственным человеком, с которым она не хотела бы это видеть. Но Чарльз запаниковал и удивился, почему она начала плакать. Она сказала ему, что на нее нахлынуло сразу так много чувств,
счастлив и что ее переполняет радость по поводу того, что их брак стал реальностью. Когда она оглядывалась назад, Рио уже исчез, и ни одно из ее сообщений не доходило до Азии. Она задавалась вопросом, не было ли все это просто плодом ее фантазии. Это будет ее новая жизнь, и она навсегда останется куклой. Но как только она протянула руку, чтобы взять его за руку, Рио выбежал из толпы. Он начал расталкивать всех охранников со своего пути, и даже несмотря на то, что все военные пытались преградить ему путь, он применил свою магию ветра, чтобы сдуть их всех со своего пути. Маги приготовили свои способности к стрельбе фотонными пулями, но ему удалось увернуться от каждой из их атак и пролететь прямо над ними. Военные начали паниковать и израсходовали всю свою ману, но Чарльз попытался утешить Селию, сказав, что они самые сильные офицеры во всей стране. Он продолжал извергать дерьмо, в то время как Рио хлопал каждого из них по щекам и бежал вперед, чтобы нанести сокрушительный удар Чарльзу в живот. Он наконец-то воссоединился с Селией, так что первое, что он сделал, это приставил нож к ее шее. Пока все застыли на месте, он начал телепатически общаться с Селией, говоря ей, что это было частью его плана. Чарльз начал сопротивляться, но Рио велел ему замолчать, пока он не сломал себе позвоночник на глазах у всех присутствующих. Он пообещал Селии, что все это лишь притворство. Единственная причина, по которой он сражается со всем королевством, заключается в том, что он хотел спросить ее в последний раз, был ли этот брак ее волей. Она сказала ему, что уже дала согласие на этот брак. Но Рио еще раз спросил ее, действительно ли такова была ее воля. Он понял, что ей, вероятно, угрожали, заставив вступить в этот брак, и пообещал, что если она этого пожелает, он положит конец этой свадьбе прямо сейчас. Она называет его помешанным на контроле, но он сказал ей, что он доминант прямо из 50 оттенков серого. Для него она значит весь мир, и он не может смириться с потерей того, что для него важно, потому что он будет сожалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Он уже испытал это однажды и знает, что никогда не сможет вернуть то, что потерял. У нее еще есть время измениться, потому что будущее, которое он видит для нее, будет наполнено страданиями и эгоистичным слабоумием. Он еще раз спросил ее, сделал ли этот брак ее счастливой, и она продолжила говорить, что ее собственные чувства могут вызвать проблемы у всех остальных. Так что она не знает, будет ли это по-прежнему правильно. Рио тоже не знает, как сделать правильный выбор. Но если бы эта свадьба действительно была правильным выбором, то у нее не было бы такого печального выражения на лице. Он еще раз обещает, что исполнит ее желание до тех пор, пока она не сдастся. Она спросила его, что бы он сделал, если бы она не захотела выходить замуж. И вот Рио признался, что заберет ее и сбежит из этого королевства. Все будет выглядеть так, как будто он похитил ее, так что ее семья никогда не будет привлечена к ответственности, и все воцарится мир. Однако она беспокоилась, что они поймают его, но Рио пообещал, что исполнит ее желание, и сказал, что станет тем, кто будет учить ее анатомии. Сегодня вечером, после того, как Селия услышала эти слова, она призналась, что хочет, чтобы он забрал ее отсюда. В этих словах было все, что Рио хотел услышать, и она закричала на всю нацию, что он похитит невесту Чарльза, чтобы унизить его. Он крепко обнял Селию и взмыл в небо. Ее отец очень беспокоился за нее, но она попыталась улыбнуться, чтобы дать ему понять, что с ней все будет в порядке. Чарльз приказал войскам бежать за ним, но Альфред подошел сзади, чтобы помешать им нарушить строй. Однако они не прислушались к его словам, так как он не был главным, и Рио смог с легкостью перепрыгнуть через них всех. Альфред сказал ему, что он попался прямо в его ловушку, и назвал его идиотом за то, что он не предсказал этого с самого начала. Маги запускали в него фотонные пули, но Рэ блокировал каждую из атак с помощью своего искусства ветра. Риас заметил, что он был тем же самым человеком, который использовал искусство духов много лет назад, поэтому он решил нанести мощный удар в его сторону. Но Рэ с легкостью заблокировал его. После того, как пыль осела, он бросился бежать, а грифоны попытались преследовать его по пятам. Чарльз начал кричать на армию, но Альфред сказал, что он будет командовать военными, чтобы убедиться, что похититель никуда не денется. Чарльз закричал, что это Альфред виноват в том, что позволил этому человеку сбежать. Но Альфред спросил его, имеет ли он какое-либо отношение к похитителю Селии. Чарльз подумал, что это мог быть кто-то, кто ненавидел его, поэтому Альфред сказал, что они сузили круг подозреваемых до каждого гражданина этой страны. Чарльзу захлопали в ладоши и закричали на Альфреда, чтобы он уже позаботился об этом вопросе. Риас очень хотел бы принять участие в этом интересном повороте событий, но, учитывая всеобщую осторожность, было бы подозрительно, если бы ему удалось ускользнуть. Рио продолжает бегать по домам и предупреждает Селию, что он будет бежать быстрее, чтобы спастись от грифонов. Ей показалось, что вибрация от ударов его ног была слишком сильной, и она сказала ему, что пока он может идти быстрее. Через некоторое время после того, как они погнались за ним, Рио спрыгнул в переулок и передал Селию Азии. Он сказал Селии, что планирует отвлечь внимание армии, пока она будет убегать вместе с Азией, но пообещал, что догонит их за пределами королевства. Он прыгнул над домами, но когда солдаты заметили, что Селия пропала, они запустили сигнальную ракету, чтобы другие солдаты могли окружить этот район вокруг себя. Однако все это было частью его плана, и он хотел привлечь внимание всей армии к этому району. Маги снова начали стрелять в его сторону, но Рио сумел увернуться от всех их атак, перепрыгивая со здания на здание. Солдаты снизу пытались помешать Селии сбежать,
но Рио спрыгнул вниз и начал сбивать их с ног одного за другим. Появилась остальная часть армии, и грифоны продолжали обрушивать на него свои магические атаки. Пока он отвлекался, двое солдат попытались сразиться с ним, но Рио с легкостью справился с ними и начал сдерживать всю их армию. После того, как он уничтожил всех, кто стоял у него на пути, появился Альфред, и Рио точно вспомнил, кто был этот человек. Он приказал всем войскам очистить территорию, пока им не причинили вреда, и встретился лицом к лицу с Рио. Он тут же бросился вперед, но ему едва удалось отбить атаки Рио. Даже при его скорости Альфред не смог нанести ему удар, но Рио заметил, что на его меч наложено мощное заклинание, от которого земля под ним сотряслась. Его превосходные боевые искусства позволили Рио одержать верх, но он продолжал с трудом выживать. Однако Альфред сделал шаг назад и бросился вперед, чуть не выколов Рио глаза своей скоростью. Но Рио резко развернулся, чтобы использовать свой импульс в своих атаках, и ударил его кулаками. Альфред был сбит с толку тем, почему его противник не использует свои ножи, но пообещал положить конец этой драке. Единственное, что осталось там, где стоял Рио, это обломки, и Альфред знал, что его удар жег бы его дотла, но у него было странное чувство, что его удар не сделал этого. Не вступайте в контакт. Вот он и послал остальных солдат на его поиски. Тем временем Селия очень волновалась, ожидая Рио, но даже Азия колебалась из-за мрачного воздуха. Однако появился Рио, и Селия бросилась бежать к нему, но споткнулась об него. Рио сказала, что ее падение было бы более мягким, если бы она росла в важных областях. Даже несмотря на то, что он поджарил ее, она была рада, что наконец-то будет жить по своей собственной воле, но после того, как она произнесла эти слова, магические лучи начали хлестать к небесам со всех сторон всего мира. Азия почувствовала, что частичка ее души возвращается к ней, и умоляла Рио пойти и помочь людям, которые там ждут. Группа из 3 человек приземлилась в этом мире и заметила, что их мобильные телефоны не работают. Из-за их спины появился гигантский головорез, и они увезли их в своем экипаже, чтобы продать в рабство. Рио добрался до места происшествия и спросил одного из торговцев, не видел ли он где-нибудь похожее устройство. Но после того, как он солгал, сказав, что не видел, Рио услышал, как девочки кричат по-японски внутри вагона. Они умоляли его помочь им, так что Рио нейтрализовал всех до единого мужчин, стоявших у него на пути, и выпустил девочек наружу. Последняя из них застряла в другом вагоне, так что Рио пошел ломать замок. Единственный человек, который повернулся к нему, был тем же самым человеком, которому он дал это обещание. Это была я, девушка, встреча с которой он посвятил всю свою жизнь.